Счастье, счастье, счастье летит. Достоинство гороскопа Скорпионом. И это счастье мы с вами в 23-й год запускаем вместе. В такой красивой форме любви. Крепко держимся. Мягко, крепко, уверенно. И запускаем. В течение всего года мы будем вот за этот позитив счастья держаться. И несмотря ни на что, опираться и решать все вопросы, вот находясь в таком состоянии счастья. Счастье – это здоровье, это финансы, это любовь, это деньги, это удовольствие, это наслаждение. Вот оно, это и есть счастье. За него держимся крепко и запускаем в 23-й год. Вижу Розану, слышу такие слова. Конечно же, сразу счастливый лайк. А мы с вами смотрим январь 23 год. С чего начинается год, январь месяц? Мне хорошо всегда. Угу. Давайте переставим эти слова. Всегда мне хорошо. Давайте еще раз переставим. Мне всегда хорошо. Вот начинается у вас год. Вот начинается у вас январь. И сейчас мы подробно посмотрим, почему именно так. Куда ты не поставишь «мне хорошо всегда», вот это «куда ты всегда не поставишь», оно везде будет работать в течение этого года. Итак, мои хорошие, смотрим, сразу начинаем смотреть, где будут находиться два ваших управителя, то есть Плутон и Марс. Плутон как стоял, так и еще в январе стоит в Козероге. Марс уже долгое время находится в знаке зодиака Близнецы и находится в ретроградном движении до 12 числа. С 12 числа Марс пойдет на прямое движение. Находится он в Близнецах, но он находится для вас в 8 секторе. То есть у вас дома. То есть находится в доме Скорпиона. О чем это говорит? Еще и плюс ко всему ретроградный. О чем это говорит? Мне хорошо. Всегда. Всегда мне хорошо. Вот куда ты его не переставь, он находится долго. Да, находится в другом знаке, но для вас это в вашем доме находится. То есть то, что в доме, это передает, что происходит здесь у нас на Земле. Совсем-совсем в рутине. То есть для вас Марс находится, управитель находится у себя дома. И работает, конечно, для скорпионов с удвоенной силой. Но работает легко. Работает изменчиво, хаотично, подстраивается, ни на что не давит, энергии хватает, энергия распределяется. Даже там, где нужно побольше энергии, Марс дает побольше. Там, где нужно расслабиться, Марс успокаивается, расслабляется. То есть Марс для Скорпиона создает все условия для того, чтобы было комфортно. Мне хорошо всегда. Вот так распределяет энергию ваш Марс. Итак, Марс, который находится до 12 числа в ретроградном движении, какие-то дела возвращает, вы доделаете, оно все в тему, оно все в место. Какие-то нужно будет именно движение здесь, поехать, кого-то поздравить, кого-то навестить. Все это будет вот хорошо. Поехал в поездку, вот хорошо. Кто-то к тебе приехал, ты поздравляешь, ты накрываешь, ты ухаживаешь, ты развлекаешь, тоже тебе хорошо. Вот на все будет работать таким образом Марс. Да, может быть, занесет кого-то из бывших отношений. Это могут быть как личного характера отношения, бывшие, так могут быть и просто знакомые, друзья, сослуживцы, когда-то вместе служили, когда-то вместе работали, когда-то вместе учились. Тоже может произойти вот такое знакомство. Оно не говорит о том, что возобновляются какие-то отношения. Нет, абсолютно нет. Это люди, которые из прошлого могут... Кто-то давным-давно потерялись, ваши дороги, пути разошлись, звонит вам и поздравляет вас с Новым годом. То есть это ни о чем, это не то, что человек хочет вернуться в вашу жизнь, но просто какое-то воспоминание из прошлого может быть. Кто-то может найтись из родных, но так как это ваш управитель, это ваш родной знак, то вот кто-то из родных может найтись. Для кого-то, может быть, отыщется сестра, которая
потерялась с ней связь. Это может быть не родная, двоюродная, троюродная сестра. Ну вот как-то разъехались пути в разные концы, уехали кто куда. Может позвонить, поздравить, дать свои координаты. Для кого-то брат найдется, папа найдется, мама. То есть какие-то вот такие вот родные люди могут появиться, объявиться в вашей жизни. Да, это еще и показатель того, что кто-то из бывших отношений. Но мы с вами знаем, и мы уже говорили в других видео о том, что кроме того, как поздравить друг друга, возникнуть отношения не могут, потому что Скорпион отношения заканчивает всегда. И в отношения личные не возвращается, переворачивает страницу. Кто-то говорит, я страницу переверну, мне там уже места нет, туда никому нет места. Либо кто-то говорит, я вычеркнул из своей жизни, у меня нет. Поэтому вот так вот, чтобы кто-то из бывших вернулся для того, чтобы возобновить отношения, этого просто по-дружески, по-приятельски, но тем не менее будет приятно встреча с какими-то бывшими связями, бывшими знакомыми, родными и так далее. С 12 числа Марс пойдет на прямое движение, и энергия, эта хаотичная энергия, закончится. Все равно, несмотря на то, что будет оставаться еще в знаке зодиака Близнецы, здесь очень много на созидание этой энергии будет. Делать хочется размеренно. Вот все равно не захочется никакой суеты, никакой беготни. Размеренно, все дела делаются размеренно. Дальше смотрим, Плутон, тоже ваш управитель, находится там же, в знаке зодиака, где он находился долго, в знаке зодиака Козерог. Затем, когда будет Плутон делать свой транзит в следующий знак, это будет отдельное видео, но пока находится в знаке зодиака Козерог, находится в лучших своих градусах, он завершает свой транзит такой длинный по Козерогу, и, конечно, это градусы на созидание. Для вас это сектор своих единомышленников. Для скорпионов в этом году очень много отпадет каких-то сами по себе. Многие не вытягивают, так же как у Козерогов, многие не вытягивают энергию Скорпиона и Козерога, потому что сильные, потому что сила воли есть, сила духа есть, характер есть. И не все могут вот в это все вписаться. Поэтому многие сами по себе это сделает Плутон. Он на своих последних градусах, созидая вот эту птицу Феникс, воспевая, поднимая эти крылья, сами по себе многие отходят, отваливаются. И как всегда, как реагирует Скорпион? Никак. Никому не навязывается, никому не просится, никого к себе не подтягивает. Сами подтянутся, сами, кому надо, сами о себе дадут знать. Плутон находится, значит, в Козероге, и 18 числа будет делать очень хорошее соединение с Солнцем. Солнце тоже находится в Козероге. Для вас это вот этот сектор единомышленников останутся. Это такое роскошное соединение, где останутся именно те люди, которые вам приносят тоже энергию. Не только от вас набираются вот этого заряда, вот этой положительной энергии, или просто силы набираются, но и вам дадут. То есть это единомышленники, это такое между Солнцем и Плутоном соединение происходит, где с тобой остается твой круг единомышленников, которые не только от тебя, но и тебе точно так же дают. Вы становитесь равнозначными друзьями, партнерами, знакомыми, равнозначными на одном уровне. Не только берут, но и дают. Вот такое будет соединение, где вы приобретете своих единомышленников. Хорошая может быть покупка автомобиля, хорошая покупка какого-то кола режущего предмета. Кто-то вот для своей профессии такие удачные купит ножницы, кто-то парикмахер, ему именно ножницы нужны, профессиональные, хорошие. И вы можете их приобрести, те, которые вы долго искали, которые вы хотели, вы знаете, какого это качества. Кто-то, если работает что-то связано с ножами, повара, может быть, кто-то в операционной работает, инструменты хорошие к вам прибудут. То есть кто-то
транспортное любое средство, которое хочет, по доступной цене, по хорошей сделке можете приобрести вот на таком чудесном соединении между Солнцем и Плутоном. Ну и, конечно же, это соединение может быть показателем, да, вы возглавляете компанию какую-то, вы возглавляете отдел какой-то, вы становитесь авторитетным. Солнце в Козероге — это авторитет, это власть, это тем более делает с Плутоном. Плутон это большая власть, большое влияние, большие деньги и, конечно же, большая сексуальная энергия. И это соединение гармоничное. Само по себе соединение всегда это гармоничный аспект. Поэтому, конечно, кто-то может возглавить какую-то корпорацию большую, кто-то бизнес свой может открыть на таком чудесном аспекте. Кто-то заявит о своих наследственных правах, вступает в какие-то наследственные права. Аспект великолепный. Вот такой аспект мне хорошо. Всегда. Всегда мне хорошо. Мне всегда хорошо. Вот такой это аспект. Куда его не переставь, вот там получается. Получается гармония для Скорпиона. Дальше что смотрим? А теперь посмотрим Меркурий. Посмотрели ваши два управителя, Меркурий смотрим. Меркурий будет находиться в знаке зодиака Козерог. Там этот стелиум из 22 перетекает в 23 год. Находится в знаке зодиака Козерог и находится в ретроградном движении. Затем пойдет на прямое движение. Сейчас посмотрю, когда. С 18 числа до 18 будет в ретроградном движении, потом пойдет на прямое движение. Когда будет проходить по ретроградному движению, сделает очень тоже хороший гармоничный аспект с Ураном. Вообще январь месяц заполнен гармоничными аспектами. Активно, само по себе активно Солнце. Солнце находится в Козероге до 20 числа. Оно затем сделает транзит, но тоже оно будет активно. Оно сделает транзит в Водолей, тоже будет активно. И активность его очень качественная. Активность, которая дает гармоничные все аспекты. Дает трины, дает соединения, дает секстили. То есть это очень гармоничные аспекты выстраивает в январе месяце. Итак, находясь Меркурий, который будет находиться еще в ретроградном движении в знаке зодиака Козерог, сделает чудесный, прекрасный трин к Урану. Уран находится давно, долго стоит, находится в знаке зодиака Телец. Вы с тельцами на одной оси. Это неожиданно, это случайно, это вдруг. Меркурий. Меркурий мысли. Меркурий документы. Меркурий информация, коммуникация, общение, торговля. Если это идет на ретроградности, а Меркурий будет 4 раза делать ретроградности в 2023 году, начинает с ретроградности, тем более в таком ответственном и капитальном знаке, где Меркурий слово не расходится с делом, то, что для Скорпиона очень хорошо работает, будет ретроградный делать с Ураном, и это показатель того, что, ну да, документы, бумаги какие-то найдутся, что-то нужно будет пересмотреть, возможно, какую-то документацию нужно будет пересмотреть. Открыли ящик, перебирали всегда документы, нужен был какой-то документ, всегда перебирали. Вдруг вы на него наткнулись, думаете, как я 5 раз смотрела в этот шкаф или в этот ящик, смотрела, оказывается, эта бумага здесь лежит. И плюс ко всему еще и лежит какая-то сбережение, которые тоже оставил, как же так, я забыла или забыл, положила и забыла, оказывается, вот у меня еще и тут финансы появились. Неожиданно случайно происходит знакомство. Для Скорпиона это такое знакомство, которое делового характера. Меркурий стоит в Козероге. Это такое делового характера. Ты занимался своими делами, ты делал свои документации, ты делал свои дела, и по ходу ты либо встречаешь там человека, либо человек, который там работает, либо точно так же, как ты пришел с документами и решает свои какие-то дела. То есть может произойти знакомство. Оно может произойти где угодно, потому что Уран это неожиданно.
в таком неожиданном месте Уран это всегда делает, так как это управитель Водолеев, это что-то необычное, такое вот не затасканное место, вот пришел, и ты здесь в бар пришел, вот в баре вроде есть как шанс познакомиться. Нет, ты можешь познакомиться вообще непонятно в каком месте. Ты пошел, ехал на лыжи кататься, и ты можешь познакомиться. Ты пришел на учебу где-то, ты сдаешь документы свои, что-то с учебой связано. В деловом плане ты вообще не расположен, и может произойти такое знакомство. Ты можешь просто где-то заниматься в джиме, спортом занимаешься. Ты весь вообще не для знакомства. Но оно может здесь произойти в таком неожиданном месте. Дальше что смотрим? Также сделает Меркурий, сделает 2 раза с таким Ураном. То есть, конечно, очень большой шанс. И документы какие-то вернутся, потому что и на прямом движении, и на ретроградном движении дважды сделает очень гармоничный аспект с Ураном. Неожиданно, случайно, вдруг. Ну, эти скорпионы, ну ждите, кто очень ждет какой-то документ, ждите документ может. Кто-то, если ждет очень нужный звонок, вы получите этот звонок. Кто-то ждет и хочет, чтобы получилось какое-то знакомство, у вас может произойти это знакомство. То есть неожиданности дважды вот такой вот чудесный аспект и на прямом движении, и на ретроградном движении делает Меркурий. Венера Венера тоже, Венера активна. Она 3 раза сделает транзит. Она будет находиться до 3 числа в Козероге. Затем она сделает транзит к Водолеям, а затем вообще пойдет к Рыбкам. В Рыбках с 27 числа, 27 января, в Рыбках это экзальтация, это самое лучшее нахождение Рыбки. Рыбки это водный знак, то есть ваша стихия, опять и снова шанс по Венере. Венера активно будет происходить, когда будет транзитом, сразу когда она до 3 числа будет находиться, до 3 января в Козероге, сделает очень хорошее соединение опять с Плутоном. С вашим Плутоном сделает соединение. Это тоже опять и снова шанс. Те скорпионы, кто еще в поиске, кто еще один и хочет встретить своего человека, тоже Венера в Козероге строгая, структурная, отстраненная, деловая. Но это такая Венера, которая для скорпионов и делая с Плутоном, это такая Венера, которая заставляет тебя подчиниться этому Плутону. Плутон такой же, он строгий, он очень сексуальная планета, но она не вульгарности никак не дает. Она какая-то строгая, материальная, ответственная. Они между собой делают соединение. Конечно, большой, еще раз говорю, это и материально очень хороший аспект. И, конечно, это чисто такой личный аспект, где, да, здесь может быть такая молния. Ну, Скорпион знает, что это такое. Ты вот увидел, и тебе дает, твое тело дает знать, что вот что-то произошло, вот что-то подтянуло к этому человеку. Это первый сигнал. Ни глазами, ни продумать, ни сердце всколыхнулось, а вы знаете, где у вас вот здесь вот эта связка, где у вас нутро, где вы чувствуете этим местом. Итак, мои хорошие, что еще делать будет Венера? Сделает хороший, прекрасный, когда будет находиться в Водолее, сделает секстиль с Юпитером, малое счастье с большим счастьем, а также сделает, да, вот еще с Юпитером сделает Венера. Итак, подводим что? Подводим итог. Подводим итог. Мне всегда хорошо. Вот такой месяц, где все планеты, это транзита особого, таких Плутона, который мы с вами все ждем в этом году, Плутона и Сатурна. Это 2 гиганта, которые в этом году сделают транзит, которые долго стояли в одном месте, долго. И Сатурн, и тем более Плутон стоял. Пока они еще остаются в том же самом положении, то вот мне вот хорошо, Скорпиону будет хорошо. Ну а дальше, когда пойдут эти транзиты, будет еще лучше.
Так что начинается год вот такими транзитами. Все это будет находиться в знаке зодиака Козерог. Это сразу задает такой темп этому году, что будет ответственно, пунктуальность, трудолюбие, никакой суеты, никакого тревожности. Вот оно будет идти, как оно идет. Ну а мне всегда хорошо. И это всегда ставьте, кто хочет, в какой последовательности. Вот такой для вас месяц. Ну что, мои хорошие, счастье забрасываем туда, запускаем в 23-й год. Вместе запускаем счастье. Вижу, все, кто со мной, обязательно, несмотря ни на что, будет счастливым. Вижу Розану, слышу такие слова. Ставлю Марс, Плутон, Плутон, Марс. 2 лайка от Плутона и от Марса. Бесконечно вас всех уважаю. Счастье, счастье, счастье запускаем. Обнимаю вас.